Здорово, отцы! Вот и прошел Новый год. Закончили все салаты, вся еда. И захотелось мне покушать чипсов. И решил я запилить небольшой обзор, небольшой баттл, так сказать, между чипсами. Но классика чипсов — это Лейс с солью. Чипсы одновременно вкусно-безвкусные. Следующие чипсы, двое чипсов из разряда бомжей, но они очень вкусные. Это чипсы краб и чипсы зяки-зяки. На самом деле эти чипсы раньше, насколько я помню, они были враги между собой. У них был конфликт и баттл на протяжении лет 10 как минимум. Но сейчас я вот смотрю, и зяки-зяки, и краб. Фирма одна, Бинграя. Вот. Посмотрим, кто из них победит, но на самом деле они теперь братишки. Спросите вы, а чё я не взял все одинаковые чипсы Лейс? Почему я вот решил именно вот такие чипсы попробовать? Потому что большинство обзоров на ютубе — это разные чипсы Лейс, там миллион вкусов. И в баночках, и в упаковках, и картошка у них какая-то еще там продается. Что только не продается. Вот. А я вот решил, кто победит, так сказать, группировка бомжей или средний класс. Вот вам кажется, что результат очевиден, но я бы вот так не сказал. Я приготовил очередной раз свою доску, на которой я буду писать и подводить все результаты, чтобы никого не обмануть и самому не обмануться. Первый Лейс не будем пробовать, Лейс, наверное, напоследок. Давайте в каком порядке запишем, в таком и будем кушать. Давайте, ладно, зяки-зяки запишем сначала. Зяки-зяки. Ну и название смешное, конечно. Но не смешнее, чем мое имя. Краб. Ну и Лейс. По какому критерию будем судить чипсы? Ну, вкус, соответственно, как обычно. Куда же без вкуса? Если не было бы вкуса, мы бы вообще ничего не покупали бы. Но одного параметра недостаточно, я считаю. Давайте еще... Ну, лично мне. Первое — это вкус, конечно, что хочется от чипсов. А второе — хочется бесплатно эти чипсы. Деньги платить вообще не хочется, поэтому введем такой параметр, как цена-качество, что ли. Короче, цена просто введем. Качество — это как будто бы вкус. Поэтому просто вкус и цена. Все, два параметра у нас будет. По какой шкале будем судить? По 5-бальной или по 10-бальной? Ну, 10-бальная шкала достаточно размытая, да, там, и между шестеркой и семеркой там как-то сложно судить. А вот стандартная 5-бальная система, я считаю, как в школе была, там все понятно. Если кол, то позорник и бомж. Если двойка, тоже не очень. Тройка, ну, типа сойдет, как будто бы прошел, но домой приходишь, и родители ругают за тройку. Поэтому 5-бальная шкала будет самая удачная. Ну, 4-5 — это хорошо. Блин, чипсы, наверное, надо сразу открыть. Сейчас буду шуршать, сидеть, конечно, наверное. Я думаю, в этом мне помогут ножницы. Ножницы, пожалуйста, не умеете говорить? Ножницы, давайте сюда. Хорошо, я самостоятельно справился с этой задачей уже. На самом деле чипсы — это мое одно из основных любимых блюд. Очень уж они вкусные. И если я ем чипсы, то я или все, или ничего, так сказать. Открыли зяки-зяки. Чем пахнут? Пахнут чипсами же. Чем еще могут пахнуть чипсы? Ну, первый раз я вот, наверное, зяки-зяки эти попробовал еще. Это еще когда меня отец брал на какие-нибудь гаражные пьянки с собой. И вот они вот такие вот зяки-зяки использовали в кушанье. И с того времени я попробовал. То есть прошло уже лет 20, так точно. Они были тогда, потом исчезли резко. А сейчас опять они появились и пользуются успехами, так смотрю. Потому что их в заводе, ну хотя, может быть, успехом пользуются, потому что я их беру, больше никто не берет, не знаю. Одну скушал.
Ну, они вот тут тоже разные бывают. Некоторые чипсы, они вот такие достаточно бледные. А вот некоторые такие с приправой чуть-чуть бывает побольше. Вот тут вот видно, наверное, что маленечко как бы есть тут коричневые пятна. Они уже поинтереснее. Уже получше. Получше уже. Получше. Вот. Ну, в целом, за вкус. Кстати, нет, по поводу оценок. Давайте введем не полный балл, а половинчатые. То есть я 3,5 могу поставить или 4,5. Мне кажется, так лучше будет, потому что если я хочу между тройкой и четверкой поставить, четверка типа это хорошо, а тройка типа уже плохо. А 3,5 типа ну что-то между, поэтому сделаем так. Я бы, конечно, мог вообще оценки не ставить, все скушать и пойти спать. Ну хотя после этого ролика я так и сделаю. Не нужно показывать мне, что вы хотите чипсы, я тоже хочу. Поставлю 3,5. Это неплохие чипсы. Ух ты, какой я нашел. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Вот если бы все такие были, как я съел, четверку можно было бы поставить, кстати. Ну ладно. Ну, давайте последний шанс дам. 3,5 ставлю. Ну, я их чаще всего беру, чаще даже, чем вот Lay's, там, Хренейс и остальные чипсы, потому что они, ну, типа дешевые, и их, ну, так, нормально, достаточно много. 3,5 я считаю заслуженно. По цене, блин, честно забыл даже сфотографировать все ценники, что и сколько стоит. Ну, стоят они точно больше, чем моя жизнь. Но конкретно зяки-зяки, наверное, ну, около полтинника они. 49. Короче, где-то полтинник стоит. 50 грамм. 50 грамм за 50 рублей, грубо говоря, да? Ну, четверка. Четверка, я считаю, нормально. Если бы цена завышена была, я бы их даже не брал. А они недорогие, поэтому четверку поставлю. Первые попробовали чипсики. Теперь вторые у нас на очереди. Чипсы краб. Блин, вот у них даже с того времени, что у тех чипсов, что у зяков-зяков, что у крабов этих, даже этикетка не поменялась. Как 20 лет назад было, так и осталось, я в шоке. Но вот эти чипсы поприятнее пахнут. Как будто бы чуть-чуть какая-то там сметанка замешана, хотя это не так, но поприятнее все равно. Ну, и как обычно, вот эта фирменная их фирменная форма в виде крабика. В виде крабика их тоже достаточно много в упаковке. Прям типа 80%, наверное, 85% заполнено. Ну, я думаю, пора пробовать. Ну, на самом деле я так не ем. Типа чипсинку взял, в рот засунул, посмаковал. Я просто беру сразу, типа, нормально так. Это другое дело совсем. И вкус уже, конечно, другой становится. Так что и вам советую лайфхак. По одной не ешьте, сразу 5 штук в рот засовывайте. Я очень быстро ем. Вкусно. Чипсы краб. Вот чувствуется там краб? Вообще не чувствуется. Чувствуется там соль? Сейчас попробую. Вообще не чувствуется, реально. Так, в принципе, если задуматься, достаточно нейтральные чипсы. И под пивасик, и под винишко, и под бухлишко, под все подходит. Но что-то в них вот такое есть. Вот эти чипсы я беру чаще даже, чем зяки-зяки, лейсы. Не знаю, что у них такое есть. Может, какая-то привычка с детства. Но они вкусные, легкие, такие воздушные. И самое главное, чем они еще меня привлекают, это то, что они, как мне кажется, практически не вредные. Там вообще нет ни соли, ничего. Есть какой-то состав? Нет, состав страшный, конечно. Ну, вкусные. Мне нравится. И как бы вот старая вот эта упаковка ностальгию вызывает, поэтому вдвойне вкуснее. 4,5 поставлю. Даже сложно как-то реально какое-то обоснование привести, почему вот эти чипсы вкуснее, чем зяки-зяки. Не знаю, просто вкуснее и все. Че доколупались до меня. Цена на самом деле такая же, как у зяков-зяков, по-моему. У них и граммовка одна, и
ценник практически один. Но вот на эти частенько бывают скидки в магазине. На те скидки не видел. Зяки, кстати, на рубля 3-4, даже побольше. 4,5 поставлю. 5 бы поставил, если бы бесплатно раздавали. Чипсы Лейс. С солью взял, потому что тоже, мне кажется, они наименее вредные. Вот. Ну и да и соль я люблю, на самом-то деле. Но вот тут прям невооруженным взглядом видно, сколько здесь масла. Я бы не сказал, конечно, что они супер хелси, супер здоровые. Я бы сказал, что они наоборот, если вот месяц хотя бы потреблять вот эти вот чипсы, то ну, ничего хорошего точно не будет. Но от этого они еще более вкусные. Давайте попробуем. Старые, что ли, какие-то? Не старые какие-то, они не хрустящие даже. Ну, хрустящие, но не сильно. Ну, вкусные. Блин, чипсы все вкусные. А, нет, какие-то я чипсы невкусные ел. Ну, 90-95% чипсы вообще вкусные. Какие-то только я вот одни в мусорку раз выкинул. Русская картошка там или еще что-то было. Остальные все можно кушать, особенно с пивком. Лейс тоже, на самом деле, давно на рынке. Но когда были только-только зяки появились, и крабовые, даже Лейс, по-моему, не было. Или они были, но супер дорогие были. Кто-то там шумит, или мне кажется? Ну, вкусная. Остановиться даже сложно. Ну, тоже, наверное, 4,5 поставлю. 5 не буду ставить, не знаю, 5 что должно быть вообще. Вкусные достаточно чипсы, вкусные, что сказать. Ну и по цене. Чипсы эти стоят уже рублей, так сказать, 90, наверное. Что-то 83 или 90. Дорогие чипсы вообще уже стали, на самом деле. И у меня до сих пор в голове не укладывается, что можно такие деньги отдавать за пачку чипсов. Давайте посмотрим, сколько здесь грамм. Я что, грамм отрезал? 81 грамм здесь. 81 грамм, ну, примерно за 80-90 рублей. А, в принципе, это то на то и получается. Рубль за грамм. Рубль за грамм зяки-зяки, крабовые и Лейс. Блин, я почему-то считал, что Лейсы недорогие. Тогда, получается, Лейсы недорогие. Я им оценку вообще 2 хотел поставить. А сейчас, получается, они такие дорогие, да? Ну, блин, ну, я уже, как сказал, не привык отдавать такие деньги за чипсы. И есть еще большие чипсы, там по 120 рублей, по 190 рублей. Не, ну ладно, 4,5, я думаю, заслуживают они. Тем более, они такие мастодонты, так сказать. Ребята на рынке давно. 4,5 заслуживают они. Ну и можем подвести небольшие итоги. Хотя может было еще какой-то критерий, наверное, ввести для какого-то соревновательного духа. Первый выпуск дегустации, я думаю, выпуски еще в будущем какие-то будут. И чипсы, и конфеты. Ну и сладкое я уже не ем. Ну, конфеты, может быть, тоже будут. Если много лайков будет, то можно и конфеты подегустировать, ничего страшного. Так, ну давайте подведем итоги тогда. Хотя, что тут подводить? 3 цифры. Ну, в принципе, обоснованно, я считаю, наверное. Так и получилось, что краб и Лейс, они вот где-то на одном уровне, да? Вот первое место они занимают. Ну и за ними уже зяки-зяки идут. На самом деле чипсов-то супер много, и можно было какие-то по разнообразнее взять, но какие взяли, такие взяли. Третьего места у нас даже нету. Ну ладно. Ну, в принципе, и все. Все чипсы мы подегустировали. Сейчас выключим камеру и все это сожрем, все это запьем не молоком, которое очень вкусное и полезное. И будем уже спать. Что еще после Нового года делать, как не спать, не есть и не пить. Спать, есть и пить. И все, что мы любим. Так всю неделю будем не выходить из дома, кушать еду, смотреть фильмы, наверное. Хотя, в принципе, на Новый год тепло, поэтому можно куда-то исходить. Ну, короче, все. Всем пока. Кушайте поменьше чипсов. Чипсы вредные. Пейте поменьше кока-колы. И лучше кушайте мамины пельмени и голубцы. Они намного полезнее и вкуснее. А на этом все. Всем пока. Увидимся в следующем выпуске.